Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Гудвин Винтаж. Ищу клад на различных помойках, на различных гараж-селах, в общем, где удается присмотреть подобные вещицы, всегда покупаю, всегда вам, конечно, показываю. Очередной пакетик нашла, и я утверждаю, что это именно действительно находка. Это не просто магазин, ты пришел, и вот тебе, пожалуйста, выбирай, что нравится. Там нужно поискать, порыться. Это настоящая помойка. И, в общем, как можно в куче всего найти что-то интересное. Бывает часто, что покупаю задорого. На этой помойке, кстати, не все бесплатно, не раздают бесплатно, а именно нужно отыскать и нужно еще за это и заплатить. Вот за этот пакетик я заплатила $5, увидела несколько вещиц. Вот самое интересное, что я тут увидела, это вот эта вещица. Видите, здесь есть маркировка. Обратную сторону не видела, не знаю. Увидела, что есть пакетики. Вот такое прям золото, бриллианты, не меньше. Но что тут на самом деле сказать сложно. Давайте приступим. Не буду затягивать видео. Такой мешочек. Не знаю я, по какому принципу распределяют там вот эти предметы. Это благотворительный такой магазин, где люди приносят, оставляют. Я тоже иногда так делаю. Что-то из вещей ненужное оставляю, и потом они это все в кучу складывают, распродают, а деньги отправляют на благотворительные цели. В общем, так свое, так сказать, участие в благотворительности я тоже стараюсь принять. Так, ну, в общем, вижу, что ерунды много, а вот вижу, что и много не ерунды. В общем, вот так в целом пакет выглядит. Все, что в мешочках, давайте я сразу уберу как ценное, потому что так часто бывает. В мешочках приносят люди или... Ну, я не думаю, что там сами работники так вот прям по мешочкам раскладывают. Думаю, что люди просто так и приносят. Они просто собирают в кучу и... Ну, вот вижу, что уже все, руки грязные. Ну и давайте приступим. Первая вещь, которая меня привлекла, я так понимаю, что это кулон. И привлек он меня именно своей обратной стороной. Лицевую сторону не видела. Хочу посмотреть, что это такое. Так, а это моя любимая Леа София. Американская компания винтажных украшений, которые отличаются не только качеством своих украшений, бижутерии, но и необычным дизайном. Похож на авторские. Все его украшения похожи, все ее украшения похожи на авторские. Видите, галиотис залит. Что это? Стекло или пластик? Это стекло или пластик, трудно сказать. Такой плотный пластик, похож на стекло. И вот такой классный кулон необычной формы. Похоже, да, на авторское украшение. Здесь кошечки меня сопровождают, тоже рассматривают. Так что вот такой классный кулон. Даже не знаю, что под него можно подобрать. В следующем видео покажу, что я подобрала под этот кулон. И, в общем-то, оцените, зацените, как вам. Но галиотис люблю в любом исполнении, как в открытом виде, так и вот в таком варианте тоже классно смотрится. И вот, кстати, вот эти вот кристаллы, они имеют... или кабошоны, да? Не кристаллы. Кабошоны прозрачные имеют огранку. И вот за счет этой огранки, думаю, что сам галиотис играет, видите, как классно. Как будто увеличивается, уменьшается в каких-то, да, моментах. В общем, такая классная вещица. Так, рада, довольна. Идем дальше. Ну, бусы всегда они запихивают сюда какие-то вот такие пакеты, вот такие вот бусы для овес. Я думаю, что они как-то равномерно распределяют, но бусы такие грязные. Так, здесь есть застежка? Нет, это не отворачивается. Так, запаяно. Ну, как это? С эффектом карнавального стекла. Нитка длинная. Таких у меня много. Я их использую для декора моей винтажной антикварной комнаты. Кто не смотрел
видео про мою комнату, про мой кабинет, где я веду прямые трансляции на основном своем канале. Кто не знает, у меня 3 канала на ютубе. Кстати, основной мой канал получил совсем недавно золотую кнопку, миллионник, так что посмотрите тоже интересную информацию, для себя, уверенно, там найдете. Но и вот украшаю я свой кабинет именно вот такими предметами, у меня везде висят. Да, но в принципе и так тоже, да, неплохо бы под какой-то кулон или просто. Единственное, меня смущает, мне не нравится такая явная искусственность, да, что ли. Или их помыть надо. В общем, грязные очень, даже неприятно. Надо помыть, почистить. Так, следующее, что было без пакетика. Это вот такие наборные, как хотите назовите, колокольчики. Я думаю, что это елочное украшение. Здесь вот еще и второй такой. Ну, кстати, в отличной сохранности, ну, это понятно, да, понятное дело, что елочные украшения используются только раз в году. Естественно, что их сохранность прекрасная. Кстати, у меня есть коллекция старинных елочных украшений, еще совсем немножко, и Новый год уже, как говорится, да, все равно придет. И, в общем-то, показ елочных, винтажных, антикварных украшений тоже еще впереди предстоит. И я думаю, что вот эти 2 колокольчика тоже займут свое место. Да, вот эти вот бочоночки, я помню из детства тоже такие были, и бусы на елку. Ну, в принципе, вот такие 2 миленьких вещицы тоже вполне себе пойдут в коллекцию антикварных, винтажных елочных украшений. Думаю, относятся они к 60-м, ну, к 80-м навряд ли, но думаю, что к 60-е, 70-е. Да, кстати, есть предположение, что это ручная. Ну, естественно, это ручная сборка. Что значит предположение? Какая машина вот это вот может собрать красоту такую, да? Довольно. Так, что у нас остались? Остались мешочки. Ну, вот этот вот давайте самый тяжелый мешок. Да, эти украшения, кстати, в момент продажи не взвешиваются, просто вот лежит там мешочек. Отдельно коробка по $5, отдельно коробка по 8 и по $10. Я вот раз решила, так сказать, сэкономить. Ну, просто увидела, что есть достойные, интересные пакетики с ценником $5. Так, что тут у нас? Такой браслет. Что-то написано, не могу понять. Тяжелый. Вот с такой странной застежкой. Как же он застегиваться может? Такой крабик. Давайте попробуем так застегнуть. Интересно, будет так держаться, нет? Да, вполне себе хорошо держится. Впервые такой замок встречаю, чтобы именно крабик без пружинки был. Он просто вот такой свободный. Я думаю, что это такое... Тут еще что-то написано. 64. Я думаю, что это именной браслет. Ну, к какому-то, может быть, событию, как подарок был. Ну, такой он тяжелый. Думаю, что да, действительно, это мужской такой крупный браслет. Так, идем дальше. Что тут? Здесь тоже браслет. Ну, вот такая длина. Думаю, что это браслет на ножку, на ногу. Для руки, как говорится, крупноватый. Для шейки мелковатый. Да, я на том браслете не посмотрела. Да, что-то написано, маркировка какая. Made in USA, единственное, тут вижу. И цифры. Так, на этом браслете тоже маркировки не вижу. Мои дорогие, я знаю, что через камеру вам, как говорится, виднее. Многие мне уже так подсказки делали, когда я показывала так распаковки. Конечно, сразу там не распределить, но не определить. Если маркировка нет, как говорится, глаза разбегаются. Не всегда смотришь туда, куда надо, да. Если вы видите случайную маркировку, то мне обязательно пишите. Многие мне уже так подсказки делали. Так, а это вот какой красивый цвет. Посмотрите, это... серьги-пусеты. Так, что тут есть? Маркировки нет. Ну уж очень они красиво выглядят. И современно вполне себе.
Ну, кстати, я не думаю, что это современное украшение. Думаю, что это тоже может быть 70-е, 80-е. И что это? Это стекляшечка. Стекло красивого такого цвета. Бирюзовый, морской цвет, не знаю как. Ну, камера хорошо передает, вполне можно определиться с оттенком. Цвет очень красивый, яркий. Такие приятные вещицы. Вполне использоваться могут и в современных аутфитах, как на ваш вкус, посмотрите. Классика, красивая, хорошее качество. Зато как красиво. Красивые, да, украшения. Так, ну идем дальше. Что останется на шедевр, не знаю. Буду брать все подряд, как есть. И рассматривать кулончик. А похожий кулон у меня есть. Даже боюсь, что не такой ли совсем. Думаю, что нет. Здесь кулон уже с цепочкой. Есть маркировка. У меня просто кулон, по-моему, отдельный есть. Ой, отдельный кулон такой есть. Так, и это Пакут. Что-то, в общем, не знаю, девчонки. Посмотрите, если вам эта маркировка известна. Тяжеленький такой. Похоже, да, на финифть. Может быть, кто моего возраста знает, раньше в Советском Союзе продавали украшения. Это могли быть серьги, кулоны, кольца с финифтью. Вот как сейчас, мне почему-то, ну, как название вот это. Хотя я понимаю, что это не финифть никакая, это роспись по керамике вот в таком оттенке. Но почему-то тогда мы называли это финифтью. Вот у меня были серьги с финифтью. Честно говоря, не помню, куда они пропали. Но вот именно в такой же технике, но в серебре были. Как говорится, точно такие же, но с перламутровыми пуговицами, да. И, кстати, да, я думаю, что это все-таки 80-е. И как раз в тот период была в моде вот такая техника филиграни. Да, тоже выполняли и на серебре вот филигрань с финифтью. Ну, кто знает, кто это в теме, тот меня понимает. Да, у меня вот и несколько колец было золотых, вот именно вот с таким плетением. И серьги были вот с таким. Рисунок не замысловатый, ну, как правило, цветочный какой-то рисунок, но именно вот сочетание белая керамика и голубые там с дополнительными какими-то оттенками украшения. Но сама подвесочка классная, нравится мне. Так, на подвеске нет маркировки. Ну, бывает так, что на этой швенте бывает маркировочка. Нет, маркировки не вижу. Если вы что-то там заметили, мои глазастые, дорогие зрители, напишите. Но мне почему-то кажется, что это цепочка родная. Что вот так оно и было. Как говорится, лучше не придумать, да? Как вы считаете? Так, ну ладно, идем дальше. Дальше у нас вот такая подвеска. Тоже, думаю, да, с цепочкой. Тоже у меня похожие есть. Пекинское стекло. Так, по поводу родное, не родное, трудно сказать. Но есть маркировка. Так, сейчас, минуточку. Маркировка Avon. Вот удивляюсь, меня удивляет Avon компания. Посмотрите, есть маркировка Avon. И какая чудная подвеска, какое чудное украшение с пекинским стеклом, тонкая работа, цепочка необычного плетения. Не могу сказать, какого она возраста. Так, а здесь что у нас что-то есть? Ну и здесь есть маркировка. Мои дорогие, а здесь Сара Кавентри. Посмотрите. Так что я ошиблась. Простите, не родная эта цепочка. В общем, цепочка от Avon. Подвеска Сара Кавентри, но вместе они вполне себе хорошо смотрятся, да, посмотрите. Либо что-то другое под эту подвеску. У меня даже фантазии не хватает. Мне кажется, подвеска такая красивая, что, в общем-то, никакого другого сложного там цепочки, либо каких-то бус, думаю, что не стоит искать. Хотя вполне могут подойти вот такие вот мелкие
жемчужные бусы, да, тоже будет отлично, как вы считаете. Пекинское стекло, Сара Кавентри с цепочкой Эван. Ну вот за $5, мои дорогие, это уже много. Как говорится, я мощно не доплатила. Так, ну и что осталось у нас на шедевр? Остался на шедевр один пакетик. Тоже сейчас его рассмотрим. Так, здесь тоже, по-моему, подвеска. Но подвеска вот совсем необычная. Ой, мне кажется, она открывается. Как-то она должна открыться. Нет, я ошибаюсь, она не открывается, но есть маркировка. Подпент. Вот так вот написано. Больше никакой маркировки я не вижу. Если видите, напишите. Такая классная вещица. Но я вижу, что тут потерян один вот такой подвесик. Одна кисточка потеряна. Нет застежки. И здесь вот такая великолепная роспись. Я думаю, что это ручная. Сейчас поближе я вам покажу. Тоже, по-моему, на керамике. Сейчас не пластик это. Сейчас. Нет, это керамика. И вот такой чудный рисунок. Думаю, что это, ну, ручная, как бы для ручной слишком она, как бы мелкий рисунок такой. Такая чудная вещица. Думаю, как шедевр вполне вот это украшение сгодится, даже более чем сгодится. Конечно, украшение классное. Мои дорогие, жду ваших впечатлений, жду ваших комментариев. Что из украшений сегодняшних вам понравилось больше всего? Ну, вот это вот трио, конечно, подвесок меня просто поразило. Ну, естественно, Алия София, моя любимая. В общем, пишите свои впечатления и комментарии. Увидимся в следующем видео. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.